будешь всем доволен, рад всему. Костюм не мой. Купил тетерин к дню рождения. Сколько стоит и у кого купил, спросите у него. Обстановка в стране стабильная. Вместе с тем беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой, в планах по дестабилизации ситуации в ближайшее время, рост террористических угроз. Вы не поверите, но еще одним финансистом роскошной жизни Лукашенко является Евросоюз. Да, вы не ослышались. Не глядя на то, что шкловский пенсионер на протяжении всей своей диктаторской карьере поносит объединенную Европу, на чем свет стоит, деньгами Запада он совершенно не брезгует. Я видел Европу. Это очень развитое государство, все сжато. Это богатое государство, все задымлено. Цивилизованный, грязно. Технологически высокого уровня государства. Люди трутся один от другого, толкают. Мы будем выстраивать нормальные отношения с Европейским Союзом. Тяжело жить людям там. Тогда Владимир Макей продавал европейцам фантастические сказки про возможную российскую агрессию и Лукашенко как единственного гаранта суверенитета страны за вполне реальные деньги. По результатам исследования Института «Политическая сфера», проведенного в конце прошлого года, с 2014 по 2020 год общая сумма вливаний западных денег в лукашистскую экономику приблизилась к 4 миллиардам долларов. Все выглядит вот так, что как бы деньги направляются на экологию, там, на заповедник. На самом деле заповедник просто содержит одну из резиденций. Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Командовать должны люди, которые воевали. Воевать будем отсюда. Боком повернись. Другим. Что у вас на руке? Краска? Да, это все краска. Тому, что происходит в белорусских тюрьмах, есть максимально короткое и точное определение – пытка. Людей истязают, ломают, заставляют оговаривать себя. Такое давление толкает политзаключенных на крайние меры. В настоящий момент 3 из них держат голодовку. Блогер Игорь Лосик, гражданский активист Дмитрий Фурманов и музыкант Игорь Ванцер. Игорь Лосик и Игорь Ванцер отказались не только от еды, но и от воды. Это самая опасная и мучительная разновидность голодовки. Лосик и еще один политзаключенный, блогер Сергей Петрухин, пытались себя убить, перерезав вены. Мы на свободе можем только догадываться, после чего люди решаются на столь отчаянные поступки. Несмотря на ковид, набивать совсем маленькое помещение в 18-20 заключенных, которые справляют нужду на глазах друг друга, потому что туалетом является просто дырка в полу камеры. Это не какие-то фантазии, это Беларусь при правлении Лукашенко. Прямо сейчас. Мой муж не слабый человек, но терпеть издевательства над собой и здравым смыслом он не позволит. Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Александром Григорьевичем Лукашенко. Я готова, глядя глаза в глаза, лично услышать, иногда не до законов, попутно рассказав, каково это быть любящей женой и мамой в декрете, готовой бороться за жизнь мужа до последнего. Песен еще не написан,